1581 году 7 провинций, зажатых между водой и империями, подписывают акт об отречении и заявляют о своей независимости. Испания же, конечно, была против этого и бросает армию. Но республика выжила. За 80 лет войны голландцы изобретают свой флот, свою биржу и свою Ост-Индскую компанию, то есть голландская Ост-Индская компания. Амстердам становится торговым центром, Нидерланды нагибают Англию в течение 3 войн, в результате чего Англия признает их флот и силу. После она начинает контролировать весь оборот с колоний, то есть торговлю приправами и так далее. Франция была, конечно, против этого, но ничего не делала, можно сказать. А потом начинается закат, бесконечные войны с Людовиком XV, высасывают казну, Англия наносит удар, отжимая торговые пути к 1795 году, Нидерланды падают под ударами французской революции. То бишь, времена Наполеона Бонапарта. Ладно, начнем уже. Для начала я взял Голландию, я решил за Голландию сформировать Нидерланды. Я начал присоединять территорию Фризии и мелких государств. Я забыл, как они называются, ну ладно. В общем-то, я попутно обрел соседа своего, Кологна. И спойлер... не спойлер, ладно. Мы с ним заключили союз после этого. Потому что мы бы оба не выжили под напастью Бургундии. И после того, как мы заключили союз, я начал очень быстро аннексировать территории и решил сначала сформировать Нидерланды, чтобы получить претензии, а не тратить политическую силу на них. Также начал курить земли, потому что, 2 провинции, в которых я могу призывать, это не дело вообще. И заключил союз с Францией. Также я решил сразу же на Фландерс напасть, потому что боялся, что Бургундия их нападет. Заберет. И попутно мне помогала Кологна осаждать Фландерсы. Кстати, я немного отвлекусь. Сейчас в Уньке рельеф очень играет большое значение в боях. То есть замок на горном рельефе — это вообще имба. Горный рельеф дает 25% к защите. И плюс замок еще. Если поставить самый крутой форт, то это вообще будет имба, можно сказать. Ну и, в общем-то, я позвал Кологна, мы начали захватывать Фландерсы. Попутно я хочу сказать то, что я успел поучаствовать в большинстве австрийских войн, в большинстве исторических войн Голландии. Во-первых, я опустил Англию, Францию опустил. Это я сбегаю вперед. Потом испанцев. И поучаствовал в борьбе за за австрийское наследство. Успел, да. В общем-то, Кологн мне помогает. И после этого я начал вынашивать план. Как бы захватить Бургундию. Потому что у нее же есть бонусы к наемникам. И вот это вот огромная заноза в задницу. Кстати, гранадскому халифату добавили формирование. То есть он теперь тоже может сформироваться, но только не в Испанию. Раньше он мог в Испанию сформироваться, а теперь не в Испанию. Также я решил присоединить Фризию. После этого всего. И дождаться, пока Бургундия заберет себе Лиэйдж. Забрать последний кусочек Лиэйджа и потом напасть на Бургундию уже, собственно. Да. Ну, я говорю то, что я сформировалась в Нидерланды. Я, видимо, поспешил немного, ну ладно. Все равно сути не меняет. Я решил вместо того, чтобы делать вручную клаймсы, просто сформироваться и напасть на Бургундию.
Калогна мне хотела помочь, но я справился и сам, собственно, как исторически. Нидерланды всегда брали наемников, потому что их армия была слаба. Они часто обращались к услугам наемников, особенно испанских, насколько я знаю. Вот испанские наемники это вообще... И вообще армия Испании была отличной. Даже я бы сказал, почти самой сильной на то время. Я по времена 1800-х, 1700-х, где-то так. Во времена Наполеона. Практически. Но там во времена Наполеона немножко уступила Испания. Ну как немножко? Немножко. В общем-то, я решил продвинуться немножко на германскую часть. А вернее, если быть точным... А, нет. Я забрал маленький кусочек Бельгии. Ну да, я решил напасть на маленькую часть германских земель. Потому что увидел то, что Пруссия зашла, и хотелось бы быстренько оттяпать все земли. Это раз. Во-вторых, много очень ресурсов тут людских. И кроме людских ресурсов еще и доход неплохой. И я смог бы начать трейдиться на саксонском, вроде как, трейде. Иркодес. Какие-то такие трейды. Торговые пути. К этому моменту у меня уже была очень сильная экономика, я вам скажу. Я прямо не успевал деньги тратить, можно сказать. И флотилия довольно неплохая. Но тут у меня вспыхнули восстания, и я решил их погасить быстренько. Потому что культура отличалась. А когда культура отличается, корень длится 30 лет. Спасибо человеку, который напомнил про это. Это я забываю. Кстати, добавили новую формацию для этого, для Карамана вроде. То есть он забирает турецкие территории, и все, он формируется в новую страну. И мне решила помочь Франция после этого с восстаниями. Но я бы не справился, я думаю, сам с восстаниями. Я решил отклонить союз от Венеции и захватить часть территории Калогна. Тут я таймскипнулся немножко, прокачал экономику так, слегка. Решили мы с Францией опустить Англию. А, не, я 2 раза опустил Англию, а не 1. С Францией, конечно. В общем-то, мы забрали все земли, я поимел денежек вроде еще немного. И я решил заключить союз с Данией и напасть на Норвегию, потому что она была моим врагом, а мне нужна была политическая сила. А политическая сила мне нужна была, чтобы вкачать А. Фокус национальный, и Б. Чтобы изучить технологию нового света и начать колонизацию Южной Америки. Позже на эту Южную Америку все сбегутся как мухи. Ну, а что я сделаю, будете уже, точнее, это увидите уже в конце. И по мере того, как видео будет идти, я уже вкачал достаточно сильно страну путем того, что строил дома и церкви. Церкви нужно, чтобы быстрее ассимилировалось это все. И чтобы было больше manpower. Еще ставил военные лагеря и качал экстракшн, чтобы получать больше денег с продукции производящейся. Я уже был на 5-м месте по армии, точнее на 6-м. И по экономике на 6-м был месте. Я решил построить новый бастион, укрепиться конкретно. И уже к этому времени забрал все свободные территории Америки. И часть Мексики начал аннексировать вместе с этими сахарными островами на Карибах. Я поднялся в рейтинге опять же. И тут Британия начала подозрительную активность. Я подумал, что она хотела на меня напасть быстренько, потому что она флот начала делать. Меня позвали в войну против России, но я проигнорировал. Я решил напасть на Пруссию за американские колонии.
за колонии в Южной Америке, чтобы аннексировать Огайо, Миссисипи и так далее. Ой, нет, Миссисипи в другом месте. Вроде как. В общем-то, чтобы аннексировать это все и заблокировать Францию и Англию. То есть в кольцо взять, чтобы они не могли переселенцев отправить. Пруссия сдалась без боя, что могу сказать. Печально очень. Я надеялся нормально с ней пофайтиться. Колонии мне дали, причем очень большое преимущество. Во-первых, по доходу. Я мог спокойно эмбаркнуть всех, и они бы ничего не сделали. Во-вторых, я уже начал аннексировать полностью Мексику, пока Испания дала слабину. И когда мы изучили позднюю колонизацию, я решил загородить Великобританию, чтобы она не могла никак продвинуться. Потому что она у меня забрала мои территории в Америке, прибрежные. Ну и все. Позже я решил напасть на Австрию. Опять же соперничество. И немножко вкачаться опять. После я решил напасть на Испанию за колонии на Карибах и в Мексике. В итоге я решил быстренько капитулировать. Ну как капитулировать? Я решил до конца не доводить войну, а забрать территории на Карибах только, а не в Мексике. После этого я решил бросить альянс с Францией, потому что там сменился игрок. И приготовился к войне полномасштабной. Франция была на первом месте по армии, я думал, что затащу, но, к сожалению, все было не очень сладко для меня. Печально это. Также я решил аннексировать Исландию под контролем Норвегии. А Норвегия была моим вассалом до этого, да-да. Также я помогал Дании аннексировать Гренландию. Или я перепутаю, я, постоянно путаю Исландию и Гренландию. Это просто ужас. В итоге я решил напасть. Я на плюс морали нападаю на Францию. И тут она выдвигает огромную 60-тысячную армию, из которой я охереваю, иду в панике набирать наемников. Еще и Швейцария. Вассал его мне мешает сильно. Как вы видите, я отступаю масштабно. Уступаю сильно к ним. Они мне поломали экономику слегка. Но живем. Я решил сдаться по-быстрому, чтобы не терять экономическую силу свою и подготовиться нормально к войне. И условия капитуляции были, так сказать, не очень сладкими. После своей капитуляции я решил напасть на Великобританию, то есть забрать часть Лондона и Нижней Англии. И Шотландию не трогать. И я хотел попробовать заблокировать Францию, чтобы она не лезла в мои колонии. Я потерял 2 провинции свои. В общем-то, я забрал территорию Великобритании успешно. И на сервере осталась только Франция и я. Франция встала в АФК, я воспользовался, пока она ослабела. То есть, пока она потеряла бдительность, я ее захватил, нужно сказать. И я стал топом 1, можно сказать, по армии. Нет, топом 2 по армии на сервере. 50 тысяч солдат, по-моему. И по экономике. Первое место у меня. Россия на первом месте по армии была, но там Россия-то ИИ,
Поэтому я не в счет. Я в счет ее не беру. И поэтому все. Я себя считаю топом-1. Там за Византию человек зашел, но он уже не представлял для меня угрозы. Мы с ним наоборот союз заключили. Француз стоит, смотрит на то, что ничего не может сделать. И, в общем-то, это блестящая победа. Я забыл сказать цели данного видео. Цели данного видео были прожить, во-первых, прожить, как всегда, 100 лет и больше. Во-вторых, преувеличить территории нидерландские. То есть я преувеличил прям намного территории. Увеличил, я бы сказал. Территории прям намного увеличил территории. Забрал во Франции все территории. На колониях территории забрал все. В общем-то, я выполнил все цели своей кампании. Я нагнул Британию, забрал у нее часть территорий. Победил Норвегию, забрал у нее часть территорий, стал колониальным мастодонтом, контролировал весь трафик торговый и стал топом-1 по армии и экономике. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Счастья вам, дорогие друзья. И заходите в мой ТГ-канал за новостями о канале. Ссылка в комментариях. Все. Пока вам, друзья.